Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня мы с вами свяжем вот такие вот красивые слитки. Слитки очень красивые, нарядные, вяжутся совсем несложно, выглядят очень красиво. Данные слитки я буду вязать из пряжи Alize Lana Gold Classic. Состав 100 граммах 240 метров. Вязать я буду спицами 3 миллиметра. Чтобы у нас получился такой вот замечательный следок, мы с вами должны связать заготовку для слитка. Данные слитки хорошо тянутся и подойдут на размер от 38 до 40. Но вы вяжете на такой размер, который вам необходимо. Сейчас мы с вами рассчитаем, сколько вам надо связать в сантиметрах данную деталь. У вас должна вот получиться такая деталь. Смотрите, ширина данной детали 20 сантиметров. Это примерно ширина для любого размера взрослых слитков. Она остается неизменным. Регулируем только высоту. А далее мы с вами рассчитаем высоту. Здесь сбоку я ставлю таблицу, где для каждого размера есть своя длина ступни. Смотрите, я буду вязать на размер 39. Для 39 размера соответствует длина 25 сантиметров. От 25 сантиметров отнимаем на растяжение 10%. Итого у меня получается 22,5 сантиметра. 22,5 сантиметра это должна составить моя заготовка в высоту. Но так как у нас в нашей заготовочке есть еще и убавки, давайте рассчитаем, с какого момента мы с вами будем убавлять наши петли. Смотрите, от моей вот этой цифры или той, которую вы рассчитали для себя, 22,5 сантиметра. Отнимаем 6 сантиметров. Мои вот убавочки эти будут 6 сантиметров. Данные 6 сантиметров будут одинаковы для любого размера взрослых слитков. Итого получается у меня 17 сантиметров. Данные 17 сантиметров мы вяжем до убавок и потом убавки вяжем 6 сантиметров. Итого у меня получится вот мои 22,5 сантиметра. Вы рассчитайте все сантиметры для себя. В данных слитках у нас будет идти два шва. Один спереди, вот по этой косе, и второй по пяточке. Если вам понравились данные слитки, берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию вместе со мной. Обычным способом набора с помощью длинного хвоста я наберу на спицу номер 3 миллиметра 44 петли. Кончик оставляем чуть-чуть подлиннее, чтобы наш вот этот вот шов сшить вот этим кончиком. Приступаем к вязанию первого ряда. Смотрите, кромочная петля на протяжении всего вязания будет первая сниматься, не провязывая. И далее вяжем 1 изнаночная петля. И все петли, не довязывая 2 петель до конца ряда, вяжем лицевыми. У меня на левой спице осталось 2 петли. Одну вяжем изнаночной. Последняя кромочная петля на протяжении всего вязания также вяжется изнаночной. Переворачиваем вязание и приступаем ко второму ряду. Первая кромочная петля снимается, не провязывая. Далее вяжем 1 лицевая петля и 3 изнаночные петли. Далее вяжем все петли лицевыми, не довязывая до конца ряда 5 петель. У нас в конце остается 5 петель, вяжем 3 изнаночные петли, 1 лицевая и последняя петля кромочная вяжется всегда изнаночной. Третий ряд вяжем так же, как и первый. Кромочную снимаем, 1 изнаночная, все петли далее вяжем лицевыми, не довязывая 2 петель до конца ряда. В конце остается 2 петли, мы одну вяжем изнаночной и кромочную также изнаночной.
Четвертый ряд вяжем так же, как и второй. Кромочную снимаем, 1 лицевая, 3 изнаночные. И далее все петли вяжем лицевыми, не довязывая до конца ряда 5 петель. В конце ряда у нас остается 5 петель, мы вяжем 3 изнаночные, 1 лицевая и кромочная петля. Далее таким же образом пятый ряд вяжем так, как первый, шестой ряд вяжем так, как второй. Встретимся в седьмом ряду. Мы с вами связали 6 рядов в высоту. Теперь приступаем к седьмому ряду. В седьмом ряду будем делать перекрещивание. Первую кромочную петлю снимаем, не провязывая, вторую вяжем изнаночные. Следующие 3 петли снимаем на дополнительную спицу и оставляем перед работой. Следующие 3 петли вяжем с основной спицы лицевыми. Первая, вторая, третья. Теперь нам надо провязать 3 петли с дополнительной спицы, также лицевыми петлями. Первая, вторая и третья. Мы с вами сделали перекрещивание с наклоном влево. Далее вяжем все петли лицевыми, не довязывая до конца ряда 8 петель. Ну вот, у нас на левой спице осталось 8 петель. Снимаем 3 петли на дополнительную спицу и оставляем их уже за работой. 3 петли с основной спицы провязываем лицевыми. Первая, вторая и третья. Теперь нам надо провязать 3 петли с дополнительной спицы, также лицевыми. Первая, вторая и третья. Теперь вяжем оставшиеся петли с основной спицы. 1 изнаночная и кромочная также изнаночной вяжется. 8 изнаночный ряд вяжем так же, как и второй. Кромочную снимаем, 1 лицевая петля, далее 3 изнаночные петли. Далее вяжем все петли лицевыми, не довязывая до конца ряда 5 петель. У меня на левой спице остается 5 петель, вяжем 3 изнаночные петли, 1 лицевая и кромочная также вяжется изнаночной петлей. Мы с вами связали 8 рядов в высоту. Это является раппортом узора в высоту. Теперь дальше вяжем на такую высоту, которую мы рассчитали в начале видео. Я буду вязать 17 сантиметров, повторяя с 1 по 8 ряд. Лицевые ряды будем вязать так же, как первый ряд, кроме 7-го. В 7 ряду мы будем с вами делать перекрещивание. Изнаночные все ряды вяжем так же, как и второй. Ширина должна у вас получиться 20 сантиметров, высота 17 в моем случае. Если у вас по вашим расчетам получилось меньше или больше, вяжите на такую высоту, которую вы рассчитали. После того, как мы вывяжем высоту, мы с вами будем делать убавки. Ну вот, я связала 8 раппортов в высоту. Вот смотрите, вот этих вот косичек по краю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 раппортов. Ширина, как я говорила, у меня получается 20 сантиметров. Высота 17 сантиметров. Далее мы приступаем к убавкам. Нам надо убавить петли. И вот эти вот наши убавки будут составлять 6 сантиметров. То есть наше полотно увеличится на 6 сантиметров. Смотрите, продолжаем вязать рисунок, вот эту вот косичку с одного и с другого края, так как мы и вязали ранее. Только каким образом мы с вами будем убавлять петли? Отмечаем маркерами с двух сторон 8 петель с начала полотна и 8 петель с конца полотна. Это наши петли косы и кромочные. И далее мы будем в каждом лицевом ряду убавлять петли. В первом случае мы будем вязать сразу после маркера 2 петли вместе. Вторую петлю мы будем убавлять перед вторым маркером. Также будем вязать 2 петли вместе. Изнаночные ряды мы вяжем по рисунку без убавок. Итак, мы вяжем с вами 6 сантиметров.
Смотрите, первую петлю мы с вами снимаем, не провязывая. Далее вяжем 1 изнаночная. И до маркера мы вяжем все петли лицевыми. Перебрасываем маркер, и сразу после маркера нам надо сделать убавление. Вяжем 2 петли вместе за правые верхние стеночки. Мы с вами сделали сразу после маркера одно убавление. Далее вяжем все петли лицевыми, не довязывая 2 петель до второго маркера. Ну вот, смотрите, у меня до второго маркера осталось 2 петли. Я вяжу их 2 вместе за верхнюю правые стеночки одной лицевой петлей. Маркер перебрасываем и вяжем петли лицевыми, не довязывая до конца ряда 2 петли. У нас осталось 2 петли на спице, 1 изнаночная и кромочная. Второй изнаночный ряд мы вяжем так же, как мы вязали все изнаночные ряды. Первая петля кромочная снимается, далее вяжется 1 лицевая, далее 3 изнаночных. И далее мы вяжем все петли лицевыми, не довязывая до конца ряда 5 петель. В изнаночных рядах мы убавок не делаем, только в лицевых рядах. У меня на спице осталось 5 петель, я вяжу 3 изнаночные, 1 лицевая и кромочная петля. Итак, мы вяжем в лицевом ряду, убавляем 2 петли сразу после первого маркера и перед вторым маркером. Изнаночные ряды мы вяжем без убавления, сохраняя наш вот рисуночек. В 7 ряду, как мы помним, мы с вами делаем перекрещивание. Итак, мы с вами вяжем 6 сантиметров самостоятельно. Встретимся, когда провяжем все полотно. Ну вот, смотрите, я связала 6 сантиметров с убавками. После первого маркера я вязала по 2 петли вместе, и сразу перед вторым маркером по 2 петли вместе в каждом лицевом ряду. У меня вот получилось 22,5 сантиметра моя заготовочка. После того, как наша заготовочка уже связана, нам осталось сшить следок. Отрезаем ниточку нашу рабочую для того, чтобы стянуть все петли и сшить вот примерно до половины следка. Далее нам надо обрезать ниточку и продеть в иголку. Переносим петли на другой край спицы. Если у вас спица с заглушкой, то надо переодеть на другую спицу, чтобы у нас рабочая ниточка получилась с этого края, а с этого края получилось вот такой край без рабочей нитки. Переворачиваем наше вязание и переносим петли на иглу. Маркеры при этом снимаем. Ну вот, все петли мы с вами перенесли на иголочку. Спица нам больше не нужна, и затягиваем нашу ниточку. Смотрите, чтобы дырочки здесь никакой не образовывалось, иголкой еще прошьем, чтобы точно ничего не было, никакого отверстия. Смотрите, нам осталось сшить вот первый шов и вот здесь вот второй шов. Вот этот шов вы регулируете по своей ноге, как вам больше нравится, чтобы следок ваш не спадал с ноги, хорошо держался. Смотрите, берем следок, и кромочные петли мы с вами должны спрятать вовнутрь. У нас вот идет кромочная по краю косичка. Вводим спицу, смотрите, в первую петлю за 2 дужки, и сразу же спицу выводим во вторую петлю за 2 дужки. Вот мы ввели спицу в первую петлю и сразу вывели во вторую петлю. Вытягиваем ниточку. Далее делаем так же самое с этого края. Вводим спицу в одну петлю и выводим сразу же во вторую петлю за 2 дужки каждой петли. Далее вводим иглу, петлю, из которой мы первый раз выводили иголочку, и выводим из следующей петли.
Вот все за 2 дужки каждой петли. Выводим ниточку. Далее также в одну петлю вводим, в другую выводим. И вытягиваем ниточку. В одну петлю вводим иголочку, во вторую петлю сразу выводим и вытягиваем. И так поочередно мы сшиваем наш следок. Смотрите, чтобы рисунок наш совпадал, вот эти вот косички прилегали друг к другу. И так мы сшиваем на такую высоту, которая вам больше подойдет. Вот смотрите, я сшила на такую высоту, которая мне необходима. Это у меня получилось вот таких вот косичек 6 штук. Далее мы с вами закрепим ниточку. И сразу спрячем и обрежем. Вот так вот иголочкой выводим нитку наизнанку. Закрепим и обрежем самостоятельно. И нам с вами осталось сшить вот этот вот задний шов. Также вводим иголочку в кончик, который мы оставляли в самом начале. И будем сейчас сшивать наш следочек. Вводим иголку с лица наизнанку за вот эту крайнюю дужку петли. И выводим ниточку. Так же само с этого края. Крайнюю дужку петли и выводим. И так мы сшиваем до конца. За крайнюю дужку каждой петли. С одного края, с другого края. С одного края, с лица наизнанку, смотрите. С другого. И так мы будем сшивать наш следочек до конца. Смотрите, вот такой вот шов у вас должен получиться с лицевой стороны, вот так вот с изнаночной стороны. Это задний шов, передний шов, смотрите, вот так вот с лицевой стороны и вот так вот с изнаночной. После того, как мы сшили весь шов, иголочку выводим на изнаночную сторону и здесь закрепляем ее. После того, как мы сшили с вами все следки, у вас должно получиться вот такие вот красивые 2 следка. Если вам понравился данный мастер-класс, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.